Эта история началась на нашем канале 3 года назад. Помнишь нас? Да. Видны следы пожара, который был. Оплавленная вот эта вот стиральная машина. И вот этот свист от газового баллона. У меня единственная мысль, мне нужно вынести детей. Ты хоть раз на кухне видел, чтобы вот так вот мочалки висели? А где помыться, вот если здесь? Тазики все наши. Ведро железное. Вот больно ком стоит вот здесь вот. Разве кто-то хочет, чтобы дети жили вот в таких условиях? Здравствуйте. Привет. У нас ничего не поменялось толком. Ага. Привет. Зашли Привет. свет-то. Помнишь нас? Да. Про эту семью и ситуацию в ней мы узнали в фонде «Константа». И ситуация у них очень непростая. Мама, которая живет одна с 3 детьми, не так давно в их доме случился пожар, загорелась кухня. Это та семья, где царит любовь и где мама делает все, чтобы ее дети жили счастливо. С момента прошлых съемок прошло уже 3 года. И сейчас мы решили вернуться в эту историю, так как семья погрязла в трудностях. И причиной этих трудностей стал тот самый пожар. В 2019 году, 26 марта в 6 утра. Даня проснулся попить маленький. Я ему вышла на кухню, налила попить, бутылочку принесла сюда. И у меня что-то, вот я не знаю, что у меня клин. Я пошла, дверь открыла на улицу. Я видела этот пожар, что двор горит. У нас еще газовый баллон стоял заправленный, правда, в сарае. И вот этот свист от газового баллона. У меня единственная мысль, мне нужно вынести детей. Я Вику разбудила, Вика оделась. Даню не могу одеть. Я ему комбинезон пытаюсь натянуть, он стягивает и на подушку спать. Он не понял. Вот мужчина с базы разорвал вот там вот у нас забор, выбил вот здесь вот окошко. Я дала Вику, дала документы ей, он ее вывел, вернулся за Даней, а я ходила по дому, свет гасила. Я этого не помню, это вот Игорь сказал, который нас вытащил из окошка, потом уже сказал, говорит, я тебе кричу, выпрыгивай, а ты, говорит, по дому ходишь и свет гасишь. И в последний момент я уже и тут у меня собака как раз горела. Ну, как сказать, как она пищала, визжала. Я к ней, а Игорь меня оттащил, говорит, ей уже не помочь. Я говорю, меня так настолько накрыло, я не думала, в принципе, я могла открыть окошко здесь, я могла в той комнате открыть окошко. Но у меня мысль, то, что горит возле двери, дверь, выход горит, а здесь угол, нам бы, ну как, куда я детей, в воду перекину, в канаву или куда? Я потом очень долго не могла ни собаку, ни кошку, никого завести. Данька сильно напугался. Вика даже как-то... Вот она в ступор встала, вот около столба вот здесь встала и стоит, смотрит. Я ей говорю, она не слышит. И время такое, 6 утра, мы просто не успеваешь даже сообразить. Тут и страх, и все. По всему дому и особенно в пристройке видны следы пожара, который был. Оплавленная вот эта вот стиральная машина, потом подтеки на стенах от того, как тушили, потом все черное от сажи пожарной, которая была. И если выйти на улицу, то там тоже можно увидеть много таких следов пожара. Вот тут вот, видите, прям полностью обугленные вот такие вот доски. И с другой стороны, если не ошибаюсь, тоже есть. Смотрите, как огонь был. Он был и там, получается. И вот здесь вот тоже, вот видите, обугленная такая история.
Немножко пытаюсь тут освоиться сразу же. Что у вас поменялось за 3 года, как мы были у вас? Да ничего толком не поменялось. Что у нас? Ну, дети, по-моему, подросли. Да? Ну, эти, конечно. Прикольно. Вроде как была, так и осталась. Сколько тебе сейчас лет? 14. Ну, было 11, получается. Я, честно сказать, вообще все забыл. Я помню, что мы здесь были, здесь мы сидели, общались, телевизор у вас, по-моему, здесь стоял где-то. Да, тут стенка была. И здесь был диванчик старенький. И с другой стороны был диванчик. Как раз вот мы на той стороне сидели, а мы здесь сидели. Это у вас единственная одна из 2 комнат. Вот Да. это. А вторую комнату можно посмотреть? Конечно. Что ты прячешься? Привет, ты. А мы здесь, мне кажется, как будто не были в этой комнате в прошлый раз. А это у вас такое... Это у нас в этом году провалились, видишь, полы все. Сыро, Ага. в подполе вода. Привет, ты. Майнкрафт. Ой, этот. Чем занимаешься? Я читал. Ну уж вы извините, наш такой стиль наш появляется неожиданно. Ну, я поняла. Нет. Так как-то вышло. Но мы проездом и решили заехать. Мы помним про вашу историю. Это вы сейчас живете здесь в доме, в части дома. И вы сколько здесь живете по С времени? 96-го года. Это единственное ваше жилье? Да. Я правильно понимаю, что санузла тут нет? Вообще ни ванны, ничего. Девчонки, а скажите, пожалуйста, как утро начинается здесь? Ну, это тазики. Ну, кранчик у нас есть где помыться. Ну, грубо говоря, там воды набрать, погреть, налить, развести. Все. Поэтому пока что вот так. Вик, скажи, пожалуйста, утром почистить зубы это где происходит? На кухне. Все вот тазики все наши. Ведро железное. На плите грела воду, набирала в кране. Также чайники иногда грела, чтобы побольше там было воды. Это чтобы умыться, Чтобы умыться, там, помыться полностью? да. А где помыться, вот если здесь? Просто говорила, что я мыться, уходила здесь на кухню. мыла. Здесь, да? Да. Знаешь, вот характерно, да? Мы сейчас находимся на кухне. Ты хоть раз на кухне видел, чтобы вот так вот мочалки висели? Это говорит о том, что эта кухня, эта пристройка, здесь моются. Меня больше всего вот это, честно говоря, вообще молодые девчонки вынуждены из-за таких жизненных обстоятельств мыться в тазике в какой-то непонятной пристройке. Вот это меня выносит конкретно. Новый год – это праздник, который бывает только раз в году. В это время люди становятся более открытыми, а атмосфера наполняется теплотой и хорошими эмоциями. Это момент, когда хочется дарить тепло и внимание близким, чтобы выразить свою заботу и благодарность. Каждый год я стараюсь выбирать подарки, которые передают именно эти чувства. В этом году открыл для себя тот самый подарок – набор сока чая. Внутри 4 баночки сока чая, который удивляет своим вкусом. Все аккуратно упаковано в красивую коробочку в виде домика. Такой подарок будет отлично смотреться под елкой и точно не затеряется. А баночки хорошо впишутся в интерьер кухни. Но самое главное, сока-чай не просто намекает на вкус, а буквально пронизан и вкусом, и ароматом. Весь секрет в технологии. Я погуглил у производителя завод во Вьетнаме, там же плантации чая, ананасов и имбиря. Это основные ингредиенты. Ананас или имбирь очищают, нарезают и смешивают с чайными листьями, чтобы те пропитались соком. Потом все раздельно сушат, добавляют ягоды или травы и получают раздельные купажи сока чая. Представьте, чтобы сделать 2 тонны сока чая, нужно 20 тонн свежих фруктов.
Он уже заслужил признание на международных выставках. В 2023 году Сока-чай стал лучшим напитком на Gulfood Dubai. А в этом году вошел в список самых инновационных продуктов по версии независимого жюри на выставке Сиал в Париже. Продается во всех крупных магазинах, от Азбуки вкуса до Ашана. А вот этот подарочный набор из 4 вкусов эксклюзивно доступен только на маркетплейсах Озон и Wildberries. Я с подарком на Новый год определился. Если вам тоже нужна идея подарка коллегам, родственникам и друзьям, ссылки оставил в описании. Заказывайте. Есть какая-то сумма денег, на которую вы живете? Сколько это в месяц примерно? Где-то 37. Ну, вместе с детские алименты. Настя сейчас что подработает. Помогаешь, да? Ну, стараюсь. По крайней мере, зарплата у меня тоже не сильно такая большая. Ну, понемногу, что нужно, помогаю. Сейчас вот я поднимаюсь, хочу немножко отложить на лето. Летом что-нибудь постараться сделать. Потому что здесь, если так будет все дальше, то 2-3 года еще хуже будет все. В той комнате у нас пошли большие трещины к лампочке, а там же и все провода, и вот это все. Вроде как сейчас все хорошо, а так у нас проваливаются и потолки уже, и, как видите, полы тоже. Не знаю, вот здесь увидите, нет. Вон щель какая от этой доски до этого. А, пол прям по доску был? Да, были основные полы вот посюда. А вот это провалилось уже. Мы смотрим, как живет здесь семья, общаемся с ними и понимаем, насколько им трудно ютиться в небольших комнатках совершенно без ремонта. То есть там в некоторых местах даже обоев нет. Тут нет банальных просто моментов для удобства. Тут нету санузла, нету туалета, кухня какая-то не пойми как сделана. Казалось бы, комнаты, ну все хорошо, они должны быть есть нормальные, но помимо отсутствия ремонта, они начинают рушиться, пол начинает проваливаться, все начинает подгнивать. Это опять же следствие вот этого момента пожара, который здесь был, и дом потом залили. У меня в голове, честно говоря, не укладывается, что девочки, они такие классные, они такие хорошие, они такие улыбчивые, такие радостные, и всю свою жизнь они живут здесь. Всю свою жизнь, с самого детства, все свои года они живут в этих неуютных, неприглядных комнатах. Чем увлекаетесь? Да, сейчас, в принципе, учеба, и все. Школа, правильно же? Какие оценки? 4, 3, 2, 5. Это ты сейчас чьи перечислил оценки? Свои или сестер? Им-то еще не знаю. Сестер, да? А у тебя что по оценкам? 5? Да. Но ты лучше учишься, чем сестра, да? Да, немножко. Сравнили 1 и 7 класс. Кем хочешь стать? Я стану ветеринаром. Ветеринаром станешь? Ты животных любишь, да? А у вас какие планы на жизнь? Либо стать учителем, либо же пойти на кинолога. Тоже животные. Да. Твоя очередь. Ну что, занимаюсь, я сейчас работаю в основном. А так начала потихонечку боксы делать, подарочные как и для девочек, и для мальчиков, и детские, корзиночки из атласных лент, букеты собираю. Ну, достанешь, пожалуйста. Сейчас хочу вещами закупиться, вещи также продавать. В общем, ты бизнес Да, решила пошла податься. потихонечку в ту степень. Вот такого плана. Ага. И сколько такой букет стоит? Пока что не выставляю, потому что я начала только их заниматься, но, в принципе, по закупке у меня выходит около 1000. А сделать сколько такой по времени? По времени, ну, мне, так как я работаю, в принципе, я могу немножко на работе сделать и вечером подкрутить. Ну, дня 2-3 вот так уходит. А ты уже заработок какой-то есть в твоей деятельности? Нет, я только вот начала делать их. Ничего пока еще не заработала? Пока еще нет. Это твоя комната? Почти. Ну так, она 16, а тогда моя. Чем увлекаешься? По большей части сейчас гуляю, но так делаю, можно сказать, маленькие открытки. Творчество такое? Да. Но сейчас еще хочу научиться играть на гитаре.
Хорошее обучение. Я раньше умела, но подзабыла чуть-чуть. Условия жизни как оцениваешь? Ну, 50 на 50. Бывают и места похуже. После пожара пошла очень боязнь. Ну, типа, я не могу в замкнутых пространствах быть. И вот когда свет падает вообще, в принципе, на комнату, я не могу заснуть. Мне постоянно что-нибудь видится. Поэтому я очень долго не могу уснуть. Ты же больше нигде не жила, да? Ну, как бы, это единственное твое место жительства. Да. И всегда тебя окружало вот то, что мы сейчас видим в этой комнате. Да. Какие у тебя отношения с сестрой? Да, в принципе, нормальные, как сестры. Миримся, ругаемся, миримся. Но вы здесь вот в этой комнате жили... Вдвоем. Все время, по сути. Все вот 19 лет, сколько тебе сейчас? Да. Вы жили только 3 месяца, как ты отсюда съехала и снимаешь сейчас квартиру. Да. А тебе сейчас где лучше живется? Ну, это, наверное, 50 на 50, потому что там более условия лучше. Там и ванна, и туалет, вот это все есть. То есть санузел, и я на работу спокойно могу просыпаться там 8 часов, там собираться и спокойно ехать. То есть мне не нужно воду нагревать, там ничего такого. Здесь тут родные люди. Тут и не может быть плохо. Поэтому здесь, конечно, лучше, чем там. Ребята быстро потушили, наверное, часам к 2 у нас просто вот они ходили, снимали вот эти пробы всякие, что там им надо было. Это. Сгорела кухня, сгорел весь двор, ну вот до сюда примерно пламя было. Вот это вот вся часть вот это горела. Только вот эта комната и та комната не горела, горел чердак, крыша. И нам ребята вскрыли то, что пожарники, они там все проливали. И сюда прям тоже затекало все? Да, здесь, поэтому обои сняли. Здесь же все поклеено, все было сделано. И вот пошли трещины вот по потолку, все вот это, там же фанера, и полы вздуваться. Забор вот, что могли, восстановили, что, ну, в общем, понемножку, помаленьку, а жизнь все дорожает. С крышей вам? Константа помогла. Это фонд благотворительный? Да. Месяца 3 вот пока тут не было ни стен на кухне, ничего, все сюда перетаскивали. И плита здесь была, и умывальник, в общем, все. Не, умывальник, там осталась вода холодная очень. Отморозила руки себе. Посуду мыть, стирать, все. Там комнаты, какой-то материал все-таки лежали. Доски какие-то, помню, эти трубы на забор, вот эти вот все. То есть вы, по сути, жили в тех условиях, которые, ну, не похожи на дом полностью. То есть был планирован и склад, и кухня в комнате, и какой-то мини-ремонт пытались сделать, да? Ну, пыталась, но... Обои содрали, а дальше никак пока. Если здесь живешь еще с детьми, это каторга. Что еще можно? Больно. Вот больно ком стоит вот здесь вот. Разве кто-то хочет, чтобы дети жили в таких условиях? Тут уж все стараешься ему. И котиков, и собачек завели. Ну, как-то смягчить это все. Ну, все равно берет свое. Здесь, в этой комнате, обычно находятся мама и младший сын. Ну, во-первых, здесь вот это вот огромная зияет вот такая вот впадина, которая образовалась из-за того, что полы просели, прогнили. Все это следствие пожара, который здесь был в свое время, и дом этот залили водой, когда тушили то, что было вот в той части. Раз кровать, два кровать. Здесь вот такой вот небольшой вот столик. Не знаю, как он не скатывается, когда сидит туда. Стулик. Ну, столик, и это стулик. Но шкаф давно сломан. Здесь вот такой вот просто хаотичный склад вещей. Видно старый-старый пылесос совсем. Шторы закрыты. За шторами такие окошечки, которые там вроде как продуваются. Часть вещей вот здесь висит. Ну вот такая вот комната. Здесь вот вообще вот шкаф, где нету даже дверцы, да, то есть эта комната, она, наверное, самая проблемная из-за пола. Пойдемте в комнату к Вите. Ударился? Нет. Здесь комната Вити. Ну, комната Вити выглядит значительно более как-то
свежо, что ли, скажем так. Здесь все нормально с полами, со стенами в целом, а тут имеется в виду, что все ровно. Здесь вообще нет обоев. И вот такие вот просто серые стены. Ну, конечно, такое все прям пошарпанное, неприглядное. Вот у нее все вещи, которые ее, они хранятся здесь вот в шкафу, прям напротив. Ну и здесь еще какой-то такой вот комодец большой, без стекла. То, что может сделать мама, она, ну вот дверь сама вот эту прикрутила. Сама поставила дверь, раньше двери здесь не было. Дверь как я смогла поставить? Они их в две стороны как открывают. Прям сами сделали полностью все? В принципе, да. Ну здорово. История, в которую мы хотим сейчас ввязаться, вот здесь, вот буквально за этой дверью, это история про несколько людей, про их судьбы, про их жизнь. И мы сейчас, оказавшись там, мы уже с Димой вот пообщались, мы понимаем, насколько там все трудно с точки зрения того, что мы хотим сделать. Вы должны понимать, что без вашей поддержки такие истории нам просто не под силу. И благодаря вам и получается сделать что-то в таких историях. Вы можете очень серьезно нам помочь, поддержать нас, поддержать наш канал, став спонсором канала. Это можно сделать несколькими путями. В описании под роликом, под этим, есть ссылка на Boosty. Это сервис, где вы можете просто на ежемесячной основе небольшой суммой нас поддерживать финансово. Таким образом, мы можем реализовывать то, что мы делаем. Плюс ко всему, там же в описании есть реквизиты и банковские, и криптокошелек. Это другие аналогичные варианты, если вы можете нас поддержать таким образом. Для нас в любом случае такая поддержка очень важна. Но тем не менее, даже если вы не можете так сделать, это не проблема. Просто просмотр ролика, просто комментарий тоже для нас, конечно же, большая польза. Я боюсь их оставлять в этом доме. Были бы условия, если бы я уверена была бы в проводке. Вот буквально на днях там на столбе мигала, начал свет мигать, у Даньки паника. Домой приходишь, опять-таки, там они кастрюлю сожгли, там соседи что-нибудь там, то свет начал мигать, то там еще какие-то. Вот у нас 31 декабря позапрошлом году вот здесь квартира сгорела. То есть до этого я могла спокойно сидеть одна дома, Вику оставлять дома, там меня с Викой она могла спокойно оставлять. После пожара у нее страх появился. У нее даже вот запах малейший, вот гари или еще чего-нибудь, она сразу же бежит по всем комнатам смотреть на улицу, дом весь обсматривается на улице. То есть у нее уже как паническое вот это все осталось. Мы сейчас находимся в пристройке. На мой взгляд, это, наверное, самое трудное помещение из всех, которые тут есть, потому что так или иначе оно отделено от основного дома, и в этой пристройке располагается вот такая вот кухонная зона, небольшой стол, холодильник, ну и вот тут вот угол такой более-менее свободный. Стены здесь это просто вот так вот накрученный гипсокартон, ничем больше не декорированный, ни обои, ни покраска, ничего, просто вот все как есть. Здесь какое-то что-то наклеено непонятное, здесь кирпичи. Тяжело. Находиться тяжело, и как-то вот я не знаю, как здесь можно жить. Ну, понятное дело, что можно, но это непросто. Есть такие ситуации, и эта ситуация одна из них, когда жизнь людей напрямую сопряжена все время с проблемами. Их жизнь – это все время решение этих проблем, это все время думать, а как поступить в этой ситуации или в другой, а как решить очередную проблему, которая сыпется и валится. Ведь вы сами понимаете, что есть люди, которые живут такой нормальной, спокойной, обычной жизнью, трудятся, работают, у них какие-то мечты, устремления, думают, куда поехать, путешествовать. А есть вот такая вот ситуация, когда семья, когда дети пытаются выжить здесь. Вся их жизнь – это борьба. Целью нашего приезда сюда сейчас было в первую очередь, спустя довольно-таки долгий промежуток времени, еще раз посмотреть, как живет эта семья и можем ли мы что-то сделать для них так, чтобы их жизнь улучшилась. Честно вам скажу, там реально непросто. Вот то, что мы сейчас осмотрели, прям вот,
не знаю, у нас у обоих вот, по взгляду читается, что здесь трудная работа. Но если вы сейчас это видите, то значит мы решились сделать то, что мы хотим. И прямо сейчас, в этом ролике, мы перемещаемся отсюда в будущее. Это спустя несколько дней будет, когда мы приехали сюда снова. Переместились в другой день, прошло уже достаточно большое количество времени. У нас снег, вы только со школы пришли. Елки-палки. Мы просто встретили, прям ехали на машине только что и встретили. А где брат? Убежал. Уже убежал. Ну, пойдем внутрь. Пойдем. Тут, конечно, все сильно изменилось. И смотри, что с крыши. А это ничего, оно упадет скоро, да? Что-то вы не боитесь, что? Ну, я думаю, вроде как не упадет. Привет. Че, сразу сходу действуем? Мама, принимай гостей. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Потихонечку. Тут такой момент. Мы бы хотели, чтобы... Вы же нам доверие к нам есть, правильно? Да. Знакомы уже. Да. Мы бы хотели, чтобы вы сейчас прямо взяли, собрали свои вещи и уехали из своего дома. Прям сейчас? Угу. Иди собирай, что ты на меня смотришь. Куда теперь возят нас? Дядя Рома нас выгоняет из дома. Хочется, чтобы вы узнали еще одну важную информацию. Сейчас у нас на нашем Рутюб-канале вышел еще один ролик с совершенно другой историей. Там тоже семья, и там очень важные и серьезные изменения в их жизни уже происходят. Это, если что, сделали не мы. Там полная вообще разруха и переделка. И вот белое что-то, смотри, по двери. Я вообще боюсь, неужели мы сейчас уже покажем? Что это за звук? Ничего себе. Ух ты. Поэтому после просмотра этого видео перейдите по ссылке в описании под этим роликом и нажмите просто на эту ссылку и посмотрите еще одно видео эксклюзивно только на Рутюбе. Для семьи сейчас, с нашим вторым приездом, начинается полная неизвестность. Куда они поедут и для чего? Но доверие с их стороны к нам есть. Для вас же неизвестность тоже есть. Но все это вы узнаете уже в следующем ролике. Большое спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал, чтобы наши ролики не пропускать. Колокольчик нажмите. И мы очень благодарны зрителям за поддержку этой истории. До встречи.